пожалуйста. На тему записали видео, еще не опубликовали. Была такая мама, которая... Ты понял? Я сразу же понял, конечно. Как это у вас работает? Такого еще не было. Вот так идет. Вы хотите поговорить со своим сыном? У меня нет сына. Каким сыном? Нет у меня никакого сына. Говорит. Ну, А тот говорит, мама, у меня нет сына. Я говорю, мама, нет сына. Здрасте, да. Проходите сюда. Присаживайтесь. Тудой, тудой. Присаживайтесь. Вы у нас... Да. Так, застегни чуть-чуть повыше. И там нету... Вы в курсе, что вот это все у нас транслируется, то есть вы уже по определению, если вы сюда пришли, то вы понимаете, и разговор тоже он под запись как бы. Я понял. Соответственно. WhatsApp и Viber там нету, да? Представьтесь, как зовут вас. Это Ляшенко Виталий Сергеевич. Шенко Виталий Сергеевич. Дата рождения ваша 24.09.80. и воинская часть. 131 полк. 5 Хватит. Звание Да. должен? рядовой. Рядовой. Помощник гранатометчика. Ну, сколько раз стреляли? Не стреляли. Да ладно. Не стреляли. Там, ну, не может быть. За гранатомета не стреляли. А гранатомет был? Был. А Чего ж не стреляли? Куда? Мы только наблюдали за всем движением. Так вообще ни разу не стреляли? Так вы гранатометчик или наблюдатель? Ну, то есть я помощник. Ну, никто не стрелял, даже гранатометчик не стрелял. Как-то так оно вообще не Серьезно. Ну, если правда, то хорошо. Да. А как в плен попали? Окружение было. Мы были за пределами. Ну, нас как бы немножко отрезали. Сейчас я прошу прощения, давайте чуть-чуть по порядку. Как вас мобилизировали и когда? 24-го приехали февраля. Прям домой. Домой приехали? Да, 5 минут на сборы, и куда, что, ну, поехали. Я и ничего не брал, оделся и поехал. Кстати, спрашивают, вот задают вопрос, а украинцев что, не мобилизируют так? Так нет. Ну, вот так вот у Так нас нет. так. Мы То есть вот везде так вот, сделали. чтобы поймали на улице и отправили Не, из дому, это воевать. правда, часу, наверное, Ну, из дому на улице. 7 в общем. утра. В 7 утра? Ну, пол-восьмого плюс-минус. Дальше. Пока никто на Забрали работу, в 7 утра. на работу собрался. Ну, вы же как раз ждали этого, вы же такие сидите, думаете, как я хочу повоевать, Да, да? абсолютно, я так и ждал как раз таки. Ну, и уже собрали рюкзак, наверное, себе. Не, никто не думал, никто не знал. Так, опускаем, потому что вы были вместе с предыдущими двумя. Да, Вы да. Да, история одна и Да, та мы же, были всё ясно, на набирай одном- звонок, на одном звоним, месте. едем дальше. Едем дальше. Что вы можете передать другим, которых тоже мобилизируют? Что им делать? Прятаться, наверное, скорее всего. Я не знаю, вы как вы думаете? Я думаю, так потому как другого выхода и нет. Скажите, а почему у вас сейчас нацисты занимаются мобилизацией? Ну, да, видать, права у них такие. Ну, у них татуировки полностью нацистские на всю грудь, на всю спину, на руки полностью ходят и мобилизируют. Не видели вы, да? Ну, Это? я видел. Видели это? Полненького такого. Да, полненький такой. Это я видел видео. Угу. А что это, как это понять в общем? Понятия не имею. Вас же сюда отправляют вроде бы, чтобы с нацистами воевать. То есть нацисты мобилизируют вас, чтобы воевать с мифическими. То есть настоящие нацисты мобилизируют вас, чтобы с нацистами воевать. Это тяжело, я не знаю. Как вы вообще относитесь к этому, ко всему? Очень Нацисты, нехорошо. там вот эта вся история. В Украине есть нацисты? Как бы? Да я сам украинец, начну. Вы украинец? Опа, ничего себе. Бывает. Я же же такое. рожден-то в Украине. Нет, нет, ну так подождите. Вы за Украину или за Россию в этом конфликте? Я воздержусь, потому что А Россия... какой же вы украинец? Россия, я работал в России. Ну просто, и что? как бы. А в Ну и Украине что? жил, проживал. Ну и что? Ну я мог тоже Я с работать. Донецкой области. Меня Бог миловал, конечно, от этого. Ну, теоретически мог бы работать в России. Вот я был на передке как раз перед полномасштабным вторжением. Там встретил морпеха нашего. Он поваром работал в России. Прекрасная работа. Он там очень квалифицированный, сам по себе большие деньги получал. Как только началась война, приехал в Украину, пошел воевать за Украину. Вот это украинец. А вы же какой вы украинец? Вы даже не знаете, за кого вы в этом конфликте. Вам все равно. Да нет, не все равно. Ну а как, если не все равно? Как тогда? Понимал, что происходит. И думал, что так оно все обернется. Телефон абонента выключен или... Так никто не знал, что все обернется. А ну, номер этот я правильно записал? Не читайте номер вслух, потому Вслух что не будут читайте. звонить. Да. Возможно, выключен. Ну, у меня просто... Есть еще какой-то? Малой Шкодник, остальные я не помню наизусть. Малой Шкода мог запрятать. Это такое бывает. Мгм.
Такое частенько бывает. Я не знаю, вопросов нет, все почему-то предлагают дать леща. Мы таким не занимаемся. Мы не занимаемся. Да. Есть тест быстрый на Позвоните ко мне. принадлежность к украинскому народу. Надо сказать одно слово. Вы его знаете, наверное. Тест Тест, На- это скоростной тест, моментальный. на поляницу. Не пойму я вас. Можете сказать это слово? Что за слово? Поляныся. Поляныся. Вопросы, жалобы, предложения в письменном виде, мелким почерком отправляйте на электронную почту. Там вам Все расскажет. благодарность. Тест прошел. Так, ну Благодарность. хочется, чтобы уже ты дозвонился. Наверное, если так, то так. Это бывает частенько, такая ерунда. Не, я звоню на номер напрямую. Там есть какой-то, может, WhatsApp, Viber? Или Нет. тоже нет? Абонент временно недоступен. Да, это Пожалуйста. все может быть такое. Как вы думаете, почему Харьков тоже русскоязычный город, такой же, как Донецк, да? Который не оккупировали россияне, нормально жил вот последних 8 лет? Я думаю, да, не знаю. Почему никто не съел там никого? Почему там никакие нацисты не пришли, никого там не издевались, на лоскутки не порезали никого? А вам рассказывали, что здесь вот нацисты в Украине. Как же так в Украине нацисты, а в Харькове русскоязычные нормально живут? Может, вас обманывали? Скорее всего. Да, и 100%. 100%, да. Ну что, не дозвонимся? Ну, 3 раза набирали. Не, наверное. Я думаю, что вас посмотрят. Потому что слушок... До идет. этого вы... передадут. Они же говорили, что мы уже смотрим. Да, стрим. да, То есть вот. там уже предыдущие... Там уже смотрят. была- Передайте, что хотите, своим, как вы себя чувствуете. Да, отлично чувствуем, все хорошо, жив, здоров. Прям отлично. Более-менее отлично. Кто знает Виталия Сергеевича, то сообщите родителям, что вот он, дайте ссылку, пусть посмотрят, что он... Слушайте, а вот вопрос из чата. А если бы он отказался от мобилизации, ну то есть вы, он свою власть боится больше смерти? Вот реально нормальный вопрос. Да, как бы у вас особо выхода не было. Так могли же убить. Боюсь, естественно, власть. Кто ее не боится? А кто не согласен, что делать с ними, с властью? У вас там еще были вот эти подвалы, как там на подвал забрать, там на яму, как рассказывают? Да нет, я такого не знаю. Про такую, как колонию, не колонию, не знаю, место изоляция. Слышали вы когда-нибудь? Книга есть такая, только по книге. Только по книге. Ну, то есть, видите, опять-таки, это вопросы из чата, но я наперед знаю, що модератори, підкажіть хлопцям, погано видно, мутно, розмито. У вас є налаштування Ютуба, і Ютуб вам видає, в залежності від вашого інтернету, передачі даних, найменшу якість. Да? А якість тут нормальна, просто треба нажати на... Натиснути тут. Натиснути. Да? Натиснути тут треба. На що? Давай їм розповімо. На що натиснути? Колесико і вибрати налаштування. На колесико налаштування. Коля Азаров, он вообще, я тебе говорю, тут просто твой А братуха. благодаря чему у нас интернет хороший? Кому надо передать привет? Илону Маску. Илон Маск. Илон Маск, благодарим, да. Ты Красивчик. просто лучший. Просто На него лучший. тоже подпишитесь. Да, и да, наша трансляция идет благодаря Starlink, который нам предоставил Илон Маск. Я с этим лирическим отступлением забыл, о чем мы здесь говорили. Вы что-то передавали? Да. Своим? Ой, даже не знаю, что сказать. Я не могу. Ну надо сюда идти? Не стоит. Не стоит. Нет. Ось, дивіться, якщо побачите, ось натискаєте ось на екран, ось тут це кольосико, Дімone. І ось зверху якість, бачите? В мене також стоїть якість авто 144 Nokia 3220. А можна змінити на нормальну тут Может, люди якість. там хотят 4К От і все. Ви просто, IMAX. Люди спрашивают, хотел спросить, вы 4 месяца, да, ходили по сути? Да. Почему вы раньше не пошли, не сдались? Да, это никак невозможно было. Почему невозможно? Потому что невозможно. Ну как, вы собрались, у нас были
Пленные, которые собрались, пошли. И были те, кто переоделся в гражданку и пошел. Ну, да мы просто отходили как-то и попали в... Из Патреона вопрос от Татарина. Задавайте, пожалуйста, вопрос ордловцам. Хотели бы они, чтобы области вернулись в состав Украины? Если было все как раньше, было бы замечательно. И второй вопрос, ну он как бы один, да, из двух частей. И насколько вы верили российской пропаганде относительно ситуации в Украине, там нацисты, ущемление языка и все такое прочее? Насколько вы верили? Процентов максимум 20. Но верили на 20% это, да? Ну, вот ответ. Не можем мы сегодня раскрывать так глобально все эти темы, да, ну, в сущности вы слышите. Не то, что не хотим, не можем. Да, ну вот третий человек, а я понимаю, что еще, И еще. еще. Так что, хочу заметить, что стрим-то идет уже 1:15. Все? Все, спасибо вам. Спасибо большое, да. Я сниму. Всего доброго. И вам.